Друзья, привет! С вами Александр Логинов и третья версия нашего самого крутого решения для электромобилей. В частности, это электромобиль Nissan Leaf. И давайте в супер деталях разберем, что же мы такого крутого сделали в этом модуле. Небольшое предисловие к тому, как мы дошли до третьей версии модуля. На самом деле, внутри версии было очень много изменений, как вы знаете, по второй версии модулей по первой. Первый это был модуль на заливной матрице, когда мы элементы заливали пластиком. Она очень невоспроизводима, долго делается, куча головной боли. Мы сделали в итоге такую одну только батарею. Дальше мы приняли решение покупать холдеры и из этих холдеров собирать модули. Это модуль 2S44P, я говорю про электромобиль Nissan Leaf, основная батарея 40 киловатт-часов. И он показал определенную эффективность, но в итоге мы тоже от него отказались, потому что в нем было много технических мелких недоработок, которые нам мешали в основном в сборке. К ним я могу отнести следующее. Это то, что силовая шина крепилась на холдеры за счет специального клея, он безумно дорогой, и нужно этот процесс делать очень долго, чтобы прогреть весь пластик и так далее. И второй ключевой момент – это то, что силовая шина, она как бы свисает с основания модуля. Тем самым, когда мы закручиваем болты, а крутящие усилия у нас на М8 болт 8 ньютон, мы срывали проволочки в основании крепления шины. И это было плохо, неудобно, нам приходилось тестировать, исправлять, на это тратилось огромное количество времени. И это предисловие. Эти ошибки, опыт, практика привели нас к тому, что мы сделали следующего поколения модуль. Стартовым преимуществом является то, что здесь 2S, здесь 8S, здесь 8 последовательно соединенных элементов. В каждом также 44P, то есть емкость сохраняется. Но есть куча мелких моментов. Первый момент. Вся силовая часть и балансировочные провода вынесены на одну сторону. В свою очередь, когда мы собирали на предыдущей версии, у нас два модуля смотрели в разные стороны, это приводило к тому, что пучок проводов обхватывал всю батарею. Здесь все гораздо проще. Второй момент. Силовая шина крепится на заклепке с обратной стороны матрицы. И это очень хорошо. Тем самым у нас очень хорошее усилие на срыв шины, и мы можем фиксировать ее ровно так, как мы хотим. Каждый балансировочный провод, токоотвод, вынесен также на свою сторону. Это позволяет в разы упростить коммутацию. Этого же касается и балансировочного провода на одной из основных шин. Все, в этой части улучшения закончены, они кардинально влияют на качество и скорость сборки. Чтобы элементы не крутились, как это было в первых вариантах холдеров, мы их потом начали вклеивать, все, естественно, перебрали, но суть не в этом. Здесь заведомо вклеивается в матрицу все элементы. Здесь даже видны незначительные остатки клея, которые фиксируют каждый элемент на своем месте. Для этого мы купили специальный клеевой станок, и каждый элемент из 350 с лишним элементов промазывается правильным образом и устанавливается на свое место. Фактически, да, мы идем по стопам Теслы, но такая технология, и, в общем-то, они большие молодцы. В этом решении мы считаем некий апофеоз, на самом деле, нашего технического достижения. Дальше. Каждая проволочка защищается двумя пластинами. Первая сплошная из единицы АБС пластика, она просто защитная. И вторая промежуточная из 2-миллиметрового пластика уже. В ней есть прорези под каждую проволочку с запасом по расстоянию, чтобы у нас при финальной сборке все было просто шикарно. И здесь достаточно интересно посмотреть, как идет распределение модулей, элементов в нашей шине. Друзья, больше деталей, больше кайфа. Давайте по частям. Силовая шина теперь крепится за счет заклепок к матрице. Причем матрица у нас 3-миллиметровый АБС пластик. Запаса прочности очень много. Каждая шина прикреплена в нужных местах для того, чтобы у нас не ходила шина во время сшивки на ультразвуковом станке. Мы используем в настоящий момент сшивку двумя проволочками, но на одну точку приварки с каждой стороны. Протестировано было больше
не знаю, 50 вариантов всяких разных настроек. Задача этой части — это качество и воспроизводимость. Я с уверенностью говорю, что на батарее, в которой 4500 элементов, ошибка теперь на, получается, 16 тысячах проволочек, потому что у нас 4 проволочки на один элемент, не больше 2 проволочек. И это супер крутой результат. Чуть позже, отладив эту технологию, стабилизировав ее, мы будем делать только одну проволочку. Но в нашей задаче сейчас качество, нежели скорость. Поэтому сейчас именно делаем так. Между шинами установлена специальная 1-миллиметровая прокладка, которая позволяет верхним 2 крышечкам правильно зафиксироваться и при прижатии заклепкой остаться на своих местах, не создавать усилия на проволочке. Обратите внимание, что клея практически нет визуально, то есть он ровно столько его, сколько нужно. То есть незначительные кусочки выступают в тех местах, где чуть больше его получилось нанести, чем нужно. Клеевой станок работает изумительно. Но нам самое главное, чтобы пятно контакта, где станок приваривает проволочку, было чистое. И оно именно такое. Очень здорово. Между каждыми шинами вставлены прокладочки. Дальше оператор крайне аккуратно, даже супер аккуратнее, чем я, устанавливает прокладку. Ее задача создать расстояние между защитной крышкой и проволочками, потому что проволочки незначительно выступают. Обратите внимание, как идеально она ложится, что она ничего не передавливает, каждая проволочка на своем месте, и все отверстия идеально совпадают друг с другом. После этого мы накрываем крышечкой и специальным прибором вставляем заклепки. Почему специальным? Потому что мы от ручного уже от всего отказались, у нас он под давлением на сжатом воздухе работает. Абсолютно все компоненты мы делаем самостоятельно, в частности, даже вот для того, чтобы прокладочка лучше держалась, здесь, как в пазлах, используется решение по ее фиксации. Объединять модули в блоки и дальше соединять батарею стало одно удовольствие. Почему? Да потому что в 4 раза меньше болтовых соединений. Это раз. И второй момент. Все соединения вынесены на одну часть. Вот эту секцию инженер собрал буквально за 12 минут. Это очень быстро. Да почему? Ему нужно на платформу подготовленную положить 3 блока, соблюдая полярность, установить 2 всего силовые шины на 8 болтов М8 и закрутить их. Все, друзья, на этом вся установка заканчивается. Дальше установить определенное количество балансировочных проводов, они все подписаны, вывести их отдельно и сверху накрыть крышкой, которая имеет специальные прорези, которые ничего не касаются, опускаются вниз и блокируют тем самым модули внутри вот этого корпуса. После этого просто установка идет в корпус Nissan Leaf и дальше можно кататься. Именно эта технология заложена у нас для того, чтобы вы сами могли собирать батареи. Уже с 5-го контейнера мы объявим самостоятельную опцию по сборке своими силами батареи в своем родном корпусе. Модификации в корпусе надо будет сделать только 2, и они за счет болгарки решаются 2 секунды. Дальше устанавливаем батарею, подключаем по заведомо проработанной схеме, и можно кататься. Друзья, и одна из самых важных для вас новостей касательно скорости, с которой мы будем производить эти батареи. У нас потребовалось всего 5-7 рабочих смен, неделя, грубо говоря, рабочая, чтобы пусконаладку сделать, потому что долго потребовалось притереться по качеству сшивки и склейки. Требовательный станок, немного вспенивалось клей. В финальной части нам пришлось это дозировать, настраивать, но, естественно, все мы это победили. И итоговые цифры. Так как мы сейчас работаем в 2 смены на станке, это примерно 16-18 часов в день. То есть в ночь пока еще мы не трудимся, но, думаю, не за горами эта вся история с такой скоростью. Мы сшили всю 40-киловаттную батарею за 2 рабочих дня. 2 дня. И 1 день стоит у парня в плане на финальную сборку. Может быть, если потребуется, плюс 1 день на тестирование. Но
Смысл в том, что мы ускоряемся по сравнению с предыдущей технологией 2-4 раза. Это именно такие показатели, потому что там очень много микронюансов, которые могут подвести в самый конец. Здесь же все совершенно по-другому. Наша задача штамповать их, не знаю, как печеньки, и мы к этому, я считаю, пришли. Поэтому, в общем, запускаем челлендж по производительности. Наша задача минимум выпускать 2 в неделю таких основных батарей, потому что еще идут дополнительные батареи. Их тоже минимум надо делать 2. План 4 батареи. 2 основные, 2 дополнительные. Друзья, я считаю, это очень хорошая новость для вас. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал, где я еженедельно делаю производственный отчет. Ставьте лайк. С вами был Александр Логинов, компания «Энерголемент». Пока.